Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же хочет вас забыть, но не может? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, вот мне показывают, что вы как будто начинаете вот жизнь с чистого листа. Вот новый этап. У кого-то он сейчас вот только недавно начался, у кого-то вот какой-то период назад. Опять же, у кого какая ситуация проиграется, у кого-то раньше, у кого-то позже. Но знаете, вот после того, как вы избавились от вот этой дамочки, которая была в вашем прошлом, у кого-то это жена была, у кого-то это подруга, там гражданская жена, как угодно. Вот у вас начинается новый жизненный этап. Причем уже то, что мне нравится, что вы смотрите с надеждой в будущее. Вы не живете прошлым, вы не живете обидами. Единственная проблема, которая может быть, это у кого есть дети, может быть, не так часто общаетесь, как хотелось. Либо же вот эта вот ваша бывшая сварливая жена может специально манипулировать ребенком и каким-то образом не давать вам общаться, либо же редко общаетесь, настраивать ребенка может против вас. То есть вот такие моменты. Напишите, ребят, кстати, у кого есть дети, есть ли такой момент вот у вас, что манипулируют вашими детьми? Есть или нет? Далее, в вашей жизни был любовный треугольник, однозначно был. У кого-то может быть даже и не один раз. То есть вы в своей жизни и предательство переживали, и проблемы с женщиной переживали. У вас целый такой букет. Но то, что вы человек, который, все равно, как бы жизнь вас не испытывала, вы все равно встаете и идете дальше, да? Вы не опускаетесь ниже плинтуса, вы не дружите с бутылкой, да, хотя у кого-то, возможно, и были такие небольшие периоды, когда было плохо, чисто от отчаяния, да. Вы все равно надеетесь на то, что и в вашей жизни перевернется грузовик с пряниками, да, и вы будете счастливы, в вашей жизни появится новая женщина. Причем вы этой женщине будете готовы дать, опять же, снова в очередной раз самого себя, вот всего до последней капельки, до последней клеточки. Вы человек, который очень любит комфорт, чистоту и порядок. Вы сам, довольно такой чистоплотный, аккуратист, возможно, даже душ принимаете по 2 раза в день, а то и по 3, да? Потому что далеко не каждый человек даже, знаете, вот есть такие пары, даже не пары, пусть это будут мужчины, либо женщины, назовем их так. Есть такие случаи, что люди купаются либо через день, кто-то купается через несколько дней. Я, конечно, в шоке по колено, когда это слышу. Думаю, как можно ложиться в постель, особенно если это женщины. Вот я знаю даже такую пару, но она моется, через день это точно. Я думаю, елки-палки, это какие же ароматы. Это муж ложится в постель со скунсом, да? Простите за мой французский. Но вы довольно чистоплотный, и вы, конечно же, никогда с неряшливой женщиной не свяжетесь. Вы, возможно, даже умеете довольно неплохо готовить. Вы и любите покушать, и неплохо готовите. Кому-то из вас даже говорили, что вот тебе бы поваром пойти, да? Вот почему ты не повар, вот в таком духе. Кстати, ребят, давайте опять же сделаем еще опрос, да, вот люблю я эти опросы, просто хочется вас узнавать как можно больше. Я уже многие ваши истории знаю, всегда с удовольствием читаю. Вот напишите, любите вы готовить или нет? Пишите все, ребят. Помогаем продвигать канал, вы же знаете, а активности побольше должно быть. Так, что еще у меня вас поведают? У кого-то из вас может проиграться довольно такая сильная, мускулистая даже фигура, да, возможно, вы занимались каким-то спортом,
какими-то единоборствами, да, ну, либо же просто штангу таскали, гири, гантели, вот все, что с этим связано, да. Но вот единственное, что хотелось бы вам, конечно же, чтобы в вашей жизни появилась женщина, единственная, любимая и неповторимая. Вот вы с надеждой смотрите в будущее. Вы бы, знаете, вот если бы у вас появилась такая женщина, вы бы ее залюбили, закружили, и ваш романтизм, он бы просто распирал, потому что вы еще и романтик. Вы умеете и красивые поступки совершать. Вы такой человек, ну, с которым всегда, знаете, и интересно, и приятно, и романтично в то же время. Итак, давайте будем смотреть, кто же хочет вас забыть, но не может. Вот мне всегда нравилась эта карта, ребят. Давайте сделаем конкурс на лучший ответ. Вот как вы представляете, что означает эта карта? Вот как вы думаете, да, вот? Ну, то есть вы понимаете, мужчина между забором стал исправить нужду, да? И вдруг тут гусь подскакивает и хватает его за причинное место. Вот напишите, вот интересно, какой вариант будет лучший? А какой подарок, я потом подумаю. Я напишу. Вот кто выиграет конкурс, я напишу. Итак, смотрите. Есть даже не одна женщина, которая хотела бы вас забыть, но не может. У кого-то это проиграется, что это ваша бывшая зазноба, которая думала, что она будет вся в шоколаде. Ну, без вас, я имею в виду, да? А шоколад немножко по-другому пахнет. Не все так красиво, не все так хорошо, как она хотела. Она, знаете, она начинает только сейчас вот понимать, кого она потеряла. Человек, который раньше вот больше пользовался вами, да, вот я имею в виду бывшую вашу. Вот сейчас она вспоминает вас, она бы даже и хотела забыть, но она вот волей-неволей, она ностальгирует за вами. Она не может вас забыть, потому что у нее, ну, никто из мужчин других, которые были в ее жизни, они не идут в сравнение. Они, ну, знаете, как говорят, они не стоят даже вашего мизинца. Она не может вас забыть, потому что то, что делали вы, и то, что делают вот эти жалкие жезлы, которые в ее жизни время от времени появляются, но это так, знаете, на чашу весов поставить, абсолютно неравносильные вещи. Она не может вас забыть, потому что только вы ей давали столько любви, нежности, заботы, ласки, да. Даже, возможно, тех же подарков кто-то из вас, да, дарил, задаривал какой-то период. А сейчас она этого не имеет. Я вам скажу, что даже в интимной жизни у нее не так гладко, как это было с вами когда-то, когда все было хорошо. Она не может вас забыть, потому что даже вот эти вот, ну, такие маленькие скачки по жезлам, назовем это так, но это как-то все так, знаете, вот холодно и бесчувственно, ну, как будто с роботом ты спишь. Вы прекрасно знаете, одно дело интим с любимым человеком и с нелюбимым. Две разные вещи. Она это только сейчас начинает понимать. Она не может вас забыть, потому что она вряд ли даже найдет мужчину, даже в ближайшем будущем, я этого не вижу, который, ну, хоть немножечко мог бы дорасти до вашего уровня. Вы можете гордиться, ребят, можете сейчас поправить корону, что вы супер, вы классный. Вы можете и задарить, и залюбить, и закружить, да. Единственное, что, ну, немножко не та женщина попалась, и она вас, к сожалению, не оценила. Далее. Еще есть женщина, которая, ну так, из-за угла наблюдает, назовем это так, потому что, ну, к месту мы не будем привязываться, это общий расклад, вы все прекрасно понимаете. Она где-то за вами наблюдает, да, но с этой женщиной у кого-то может проиграться, что был роман у кого-то, и либо же может проиграться, что вы
ну, симпатизировали этой женщине. То есть вы могли флиртовать, но до самого интима не дошло. Но она вас не забыла. Эта женщина может быть даже либо же чуть старше вас, может быть приблизительно вашего возраста. У нее может быть в доме жить какой-то четвероногий друг однозначно, может быть даже кот, кошка, вот скорее. Хотя может и собака проиграться, потому что общий расклад. Но однозначно у нее какое-то животное есть. Женщина не может забыть вас, потому что вы в свое время дарили ей какие-то, ну, такие, знаете, незабываемые минуты общения. Опять же, повторюсь, у кого-то это было общение, ну, когда вы просто в отношениях с ней были, а потом расстались по какой-то причине. У кого-то, даже у тех из вас, у кого не дошло до романа, но вы просто общались, да, вот, ну так, может быть, по-дружески, просто флиртовали, но ей настолько было хорошо и комфортно с вами, что она до сих пор не может вас забыть. Пересекаетесь ли вы с ней еще? Да, вы с ней периодически общаетесь и сейчас. То есть эта дама где-то обитает вокруг вас, да, на работе, там где-то рядом живет, может быть. Подумайте, у кого какие ситуации были. Но знаете, вот женщины любят у вас те качества, которые, ну, я бы назвала чисто мужские, вот качества настоящего мужчины. То, что вы, во-первых, вы очень заботливый, вы романтичный, вы такой, знаете, вот пытаюсь подобрать слово, и даже вот не знаю, как это назвать, да, вот в вас столько собрано вот позитивных таких качеств, которые очень любят женщины. Единственное, далеко не каждая это ценит. Но вот женщины, они видят в вас эти качества. Вот какая-то безотказность, может быть, бескорыстность, да. Вот пытаюсь поймать. У меня, знаете, сейчас поток слов просто в голове, вот поток из таких вот, ну это даже не комплименты, а вот именно описать вашу черту такую, да. Ну то есть, ну супер мужчина, что я могу еще сказать, да? И это абсолютно я без лести говорю, то есть вы такой человек, которого забыть, наверное, ну нереально. Потому вас женщины и не забывают, потому что вы настолько отдаетесь, вы настолько вкладываете во все свою душу, что ни бывшая, ни какая-то там знакомая, да, они не могут забыть, потому что вот вы даже при обычном общении с людьми, вы настолько вот чистый, искренний человек, да, с вами и весело, с вами вот какая-то надежность, что ли, идет от вас. Вот, наверное, надежность, это так, ну, самое такое правильное будет описание. За вами можно быть как за каменной стеной. А это, поверьте, для любой женщины это очень и очень большой бонус будет. Когда ты чувствуешь, что рядом с тобой сильный, смелый мужчина, за которым можно, ну реально, просто расслабиться и получать удовольствие и чувствовать себя просто маленькой девочкой. Поэтому смотрите, ребят, подумайте, у кого это там роман, у кого-то, может быть, просто симпатия была. Знаете, как это бывает? Может быть, коллега нравилась, там клиентка, еще кто-то. Но до романа не дошло. Говорю разные ситуации, потому что, опять же, это общий расклад, да, и у кого как проиграется. Поэтому подумайте. Не забывайте мне написать, что означает эта карта, да, самый такой прикольный ответ. Ну, конечно же, я не оставлю без внимания. Поэтому я вам желаю, ребят, конечно же, вот каждому из вас я желаю всегда простого человеческого счастья. Вот у каждого оно свое. Пусть у вас поскорее оно появится. Пусть ваши глаза будут сиять от счастья, и чтобы вы летали на крыльях любви. А вот такой сегодня был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!